Привет, друзья! Сегодня отличный день в Сиднее, не жарко, не холодно. В общем, супер. Сегодня вышел обучаться управлению дрона. Вот у меня стоит аппаратура. Отличная площадка для обучения. Кстати, в Австралии не действуют какие-либо запреты в основном по дронам. Место, локация, конечно, лучше для обучения. А теперь давайте посмотрим, что у меня из этого получилось. Отсюда открывается вид на Сити. И здесь я решил сделать круговую панораму. Давайте посмотрим. Первое, что попадает нам в кадры, это визитная карточка Сиднея, телевизионная вышка. Следующим виднеется Харбор Бридж, это мост через залив. Сейчас хорошо видно крыша-ракушка, так скажем, Сиднейской оперы. С этой панорамы хорошо видно, как город изрезан различными бухтами, заливами. Очень красивый вид. Вот открывается вид на район Бонди, а дальше должен быть пляж Бонди-Бич, самый известный пляж в Сиднее. С этой панорамы хорошо видно, что в основном застройка в Сиднее это малоэтажные здания, а вот высокоэтажные это только Сити, небольшой участок Сиднея. Вид на ипподром. А это мой любимый парк Centennial. В переводе «Столетний юбилей». Вот и сделали круговой обзор Сиднея с этой точки. А теперь давайте посмотрим, что же происходит в парке Квинс. Это откуда взлетел дрон. Ну, в принципе, где он находится. И что мы видим? Это огромное количество собак, которых выгуливают хозяева. Но это отдельная песня. Здесь, конечно, любители собак. Это вообще поразительно.
Здесь вообще какой-то клуб собаководов. Собрались, сидят, что-то разговаривают, о чем-то перетирают. Собаки там носятся, бесятся. Это, конечно, вот каждое утро это вижу, когда иду на физкультуру. Это вообще просто, ну, необычно это. А вот пока я учился управлять дроном, тут ко мне подошла подмога. Сейчас помогают мне, подсказывают. И напоследок, как я чуть не разбил свой дрон в первый же момент вылета, решив сделать облет объекта в автоматическом режиме. Ну, так скажем, ощущения были не очень приятные. После этого я решил закончить с обучением. Тот самый момент, когда я очень близко подлетел к веткам деревьев.